Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, что делать, если ваш самогон из абрикос оказался кисловатый на вкус после перегонки. Я делал брагу из переспевших абрикос, которые собирал на земле. Она простояла 1,5 недели, переграла, вверх уже не поднимается и пора ее перегонять. Брага из абрикосы уже отбродила и не поднимается шапка, значит можно ее перегонять. Моя брага из абрикос имеет повышенную кислотность, потому что сахар и дрожжи сегодня добавлялись, и было брожение на натуральных дрожжах. Я перегнал первую партию абрикосового самогона без очистки. Он прозрачный полностью, головы и хвосты я отобрал. Единственный минус, он имеет повышенную кислотность. Для того, чтобы уменьшить кислотность абрикосового самогона, необходимо добавить обычную пищевую соду в брагу перед перегонкой и самогон перед второй перегонкой. Соду добавляем в количестве 1 чайная ложка на 10 литров браги. Здесь у меня 50 литров браги, поэтому добавим сюда 5 чайных ложек соды. Ложки должны быть с горкой. Пошла бурная реакция. Теперь необходимо все хорошо перемешать. Вот пошла характерная пена. Ждем, пока она усядет, реакция закончится, и после этого начнем перегонку. Вместо соды можно использовать обычный строительный мел, который продается во всех магазинах для ремонта. Мелом тяжело испортить брагу, и поэтому она не будет вонять мылом. Но мела нужно примерно в 2-3 раза больше, чем соды. Зато есть плюс, что не испортишь брагу. После этого необходимо перегнать брагу и попробовать, что получится после первого перегона. Если после перегонки самогон остается кисловатый, то его можно еще раз перегнать с добавлением соды. Перед второй перегонкой необходимо развести самогон до 20 градусов обычной водопроводной водой. На 3 литра 50-градусного самогона берем 1,5 литра воды. Для разбавления самогона я беру ведро из нержавейки. Можно использовать стеклянную посуду или керамическую. Из пластика посуду использовать нельзя. Крепость в данный момент равняется 25 градусов, что вполне приемлемо. Он стал мутный, это потому что вода не очищенная, но после второй перегонки он будет прозрачным. Пошла характерная реакция гашения соды. Выделяются пузырьки углекислого газа. И через пару минут реакция закончится. Для лучшей очистки самогона можно добавить сюда еще марганец и дождаться, пока он осядет. После такой нехитрой процедуры необходимо еще раз перегнать этот самогон, отбирая головы и хвосты, и получим хороший некислый продукт. После второй перегонки получился такой прозрачный некислый самогон из абрикос, другими словами абрикосин. Вы посмотрели видео о том, как убрать излишнюю кислотность фруктового самогона. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!